Всем привет! На обзоре интересная модель лазерного строительного уровня, так называемый ASI-построитель. Достаточно добротно сделанная модель. В данном видео заглянем в начинку прибора, также проверим со всех сторон на точность. На самом деле это очень красивый прибор. Для начала обзора посмотрим комплект поставки. Вот такая достаточно крупная сумка для удобства хранения и переноски. Это, конечно, не настоящая кожа, но на ощупь достаточно крепкий и такой надежный чехол для защиты прибора. Ручка точно так же из крепкого плотного материала для удобства транспортировки. И, как видим, можно даже регулировать длину. В комплекте поставки можем видеть руководство пользователя на английском языке, где можем видеть все основные технические параметры прибора. Видим рабочая дистанция 30 метров. И самый важный момент в данном приборе — это большой угол отклонения 4 градуса плюс-минус 1 градус. И, на мой взгляд, еще один очень важный плюс в данном приборе — это возможность установки элементов питания стандарта 18650. Ну и сертификат соответствия, есть определенная отметка, хотя все поля видим пустые. Ну и здесь кнопки и функциональные возможности. Коротко о приборе. Металлический кронштейн. Для удобства настройки, более точной подстройки. Особенно полезно, где нет возможности установить на более-менее ровное место, и с помощью этих ножек можно достаточно быстро настроить и установить более-менее оптимальную плоскость. Снизу для крепления на штатив можем видеть грубую резьбу стандарта 5/8 дюйма. Ну и хочется отметить стойкое покрытие, достаточно толстое покрытие, похожее на эпоксидную краску типа бронятора, раптора и так далее. На самой платформе резьба более мелкая, 1/4 дюйма. И для тех, кому интересно примерный размер данной площадки, это примерно 8 сантиметров в диаметре. Пульт дистанционного управления. Здесь, как можем видеть, все сделано очень аккуратно. Небольшой и не маленький, таких средних размеров. Выдвижная телескопическая антенна. Это если на более длинные расстояния. Это лишний раз доказывает, что производитель постарался сделать каждую функцию на максимально высоком качестве. Что касается кнопок, их тут всего 2. Отдельно каждая кнопка для своей плоскости. Кнопки резиновые, приятные на ощупь, но отклика на нажатие тут нет. В качестве элементов питания здесь использовано нестандартное решение. Лучше бы, конечно, здесь видеть элементы питания стандарта 3А, хотя для дистанционного пульта управления такой батарейки тоже может хватить на достаточно большое время. Такие же элементы питания можно встретить и в пультах с сигнализацией для охраны защиты транспорта. Но применение такой батарейки гораздо лучше, чем, например, ставить вот такие наподобие шайбы, так как их емкость как раз таки очень маленькая, и при достаточно постоянном пользовании хватает совсем ненамного. Ну и применение стандартных элементов питания в приборах — это куда правильное решение, поскольку специфичные товары не всегда можно найти чуть вдали от цивилизации. Блок питания для зарядки элементов питания. Здесь тоже смотрим, производитель заботится о наших стандартах, комплектует сразу нормальной вилкой европейского стандарта. Ну и, как видим, качество самого блока даже по внешней отделке сразу отличается от дешевых китайских блоков питания. На выходе можем видеть разъем стандарта microUSB. Входное напряжение от 100 вольт до 240 вольт переменного напряжения.
50-60 Гц частота и на выходе 5 вольт постоянного напряжения с током в 1,5 ампера. Этот блок выдает мощности всего в 7,5 Вт. На блоке питания также есть световой индикатор, отражающий ход зарядки. Кронштейн здесь достаточно крепкий, функциональный. Особенно радует качество изготовления. Например, при регулировке нижней платформы, как видно, нет никаких заеданий, все крутится мягко. И с точной мелкой микроподачей можно подстраивать лучи нивелира. Также данный кронштейн предусматривает возможность регулировки и по углам, по вертикали в пределах несколько градусов вверх-вниз. На кронштейне видим есть пузырьковый уровень, ну и на обратной стороне мощные магниты для крепления к металлическому основанию. Ну и качество изготовления здесь можем видеть. Приятный цвет пластика подобрали, ну и само качество изготовления без облоя и всяких дефектов. Даже вот эти защитные подушки, чтобы не царапать ответственную поверхность, выступают, как видим, на полмиллиметра. Для грубой настройки, чтобы не терять много времени, можно перемещать платформу быстро, нажимая кнопку. И дальше уже с регулятором более точно подстраиваем платформу под нужные значения. Теперь про сам нивелир. По качеству изготовления и по качеству материала тут реально очень сложно к чему-либо придраться. Смотрим очень высокую культуру производства. Крышки, конечно, здесь не металлические, ну и при работе надо повнимательнее, чтобы не уронить прибор. Не знаю, мне этот прибор по качеству больше всего напоминает Клубиона. Как по качеству, так и по модельной линейке. Еще в комплекте идет вот такая железная планка для удобства крепления на стену, потолок. Достаточно хорошее покрытие, разумеется, для того, чтобы не ржавело, ну и придать более такой эстетический вид. Кронштейн к нему, конечно, липнет очень крепко. Такое впечатление, что и 10 приборов спокойно выдержит. На лазере можем видеть всего 3 оси, 3 лазерных излучателя, каждый из которых может охватить почти под 360 градусов оси построения. Гнездо для зарядки элементов питания, не вынимая из корпуса. Такой способ гораздо ускоряет процесс зарядки элементов питания в плане того, что не нужно вынимать, заново устанавливать, ну и ресурс отсека, думаю, куда будет долговечнее. В руководстве пользователя шла речь об элементах питания стандарта 18650, хотя и эти элементы тоже спокойно влезают в этот отсек, 2 штуки. А такой способ может поднять напряжение с 4 до 8 вольт. Ну и непонятно, может ли прибор поддерживать такое высокое напряжение без риска выхода из строя. Но лучше всего поставить нормальный аккумулятор. Они сейчас есть как раз и разборные. В случае выхода из строя спокойно можно разбирать и менять банки элементов питания на новые. Металлическая резьбовая вставка под штатив, это тоже надежно, долговечно. Стандарты резьбы здесь 1/4 и 5/8 дюймов. В целом по качеству данного осипостроителя не знаю, возможно ли к чему-либо придраться. Отсек также открывается, закрывается легко. И аккумулятор, то что видим с комплекта, к сожалению, этот вариант не разборный, но судя по внешности тоже в качестве начинки имеет снова стандарт 18650.
И напряжение здесь смотрим не 7-8 вольт, а 4,2 вольта. То есть получается параллельное соединение. Ну и удвоили тем самым емкость по току до 5 ампер. Фактическое напряжение 3,6 вольта. Аккумулятор чуть разряженный. Заряженный показывал 4,1 вольта. Поэтому в качестве начинки элемента питания здесь стоят вот такие два элемента питания. Использование такого большого аккумулятора с большим запасом по емкости, тем самым значительным образом повышая автономность прибора. Аккумулятор также можно заряжать и отдельно от прибора. Здесь, как видим, есть гнездо, тот же самый микро USB стандарта. И наличие такого второго аккумулятора пользователю дает возможность непрерывно пользоваться лазерным инструментом. И прежде чем начнем тестирование прибора, прошу поддержать развитие канала лайком, подпиской и комментарием. И посмотрим потребление тока. Видим, появляются миллиамперы. Но если построить уровень, ток потребления видим почти 200 миллиампер. Это не так много, особенно учитывая отличную емкость аккумулятора, то прибор сможет спокойно вытянуть непрерывно работу более 1 суток с включенным одним лучом. Это очень достойный результат. В режиме ожидания прибор потребляет порядка 10 миллиампер. Это достаточно высокий ток потребления, поэтому есть смысл полностью выключать прибор. Ну и при включении второго луча здесь уже еще лучше, токи потребления всего 150 миллиамперов, то есть это порядка больше 30-35 часов непрерывной работы с включенным одним лучом. Ну и при включении второго луча здесь уже побольше потребляет. Ну и максимальное потребление тока с включенными 3 лучами 600 миллиампер тока. На максимальном режиме прибор сможет вытянуть работу максимум до 9 часов. Это, конечно, не так много, но учитывая качество лазерного излучателя, поскольку потребление тока зеленого луча гораздо больше, чем красного, ну и на улице дневное время зеленым лучом еще как-то удается установить уровень, тогда как красный луч практически невозможно обнаружить. Мощная кнопка включения. Имеется всего 2 положения: включение и отключение. Жалко, нет центрального положения фиксации маятника. Этот момент тоже посмотрим чуть далее в ролике. Лазер может выравниваться в пределах 4 градусов, если верить руководству пользователя. В большинстве лазеров бывает 3 градуса, и эта разница довольно ощутима, поскольку с ним на менее ровном поверхности гораздо проще выставить уровень. Теперь попробуем заглянуть и в начинку прибора. Стекло, смотрим сверху, снизу имеет резиновое уплотнение во избежание попадения влаги и пыли. Под каждым лучом, смотрим, есть возможность отдельной регулировки для более точной юстировки. Все продумано. Основной каркас держатель лучей сделан из металла. Для большей жесткости смотрим ребренный участок в отсеке для элементов питания. Небольшая плата управления. На данной плате также можем увидеть реализацию сенсорного управления. Но насколько точный этот прибор, проверим чуть далее в ролике. И в лазере, казалось бы, что стоит сделать даже 10 градусов отклонения автоматического выравнивания прибора, но, как здесь видим, не так все просто. Стабилизация, скорость выравнивания тоже очень хорошая в данном экземпляре. Ну и прекрасная работа, возможности управления с пульта дистанционного управления. Ну и этот сенсорное управление, умное решение, кнопки не будут забиваться грязью.
соответственно продлевая ресурс прибора. Начнем тестирование прибора. Первые измерения на расстоянии более 12 метров. И что же касается ваших вопросов в комментариях по поводу этого дальномера, это реально уникальный прибор. Смотрим на точность повторения вплоть до 1 мм. И вряд ли с такой точностью и повторяемостью можно измерить такое большое расстояние с помощью железной рулетки или каких-то еще других способов. И на этой расстоянии 12 с лишним метров смотрим на толщину луча. Заметьте, это даже при достаточно ярком дневном освещении. В силу зеленого луча достаточно все ясно можно отличить. Ну и в сумерки еще лучше. Смотрим также на толщину. Спектр основного яркого свечения в пределах 3–3,5 мм. Это, наверное, один из лучших показателей из нашего опыта. И для проверки прибора на точность сперва будем отмечать точное положение луча. И на ровной плоскости будем менять угол свечения. Как видим, или, так сказать, не видим особой разницы. Поворачиваем прибор еще на 90 градусов. Здесь в противоположной стороне, как можем видеть, есть небольшой провал, порядка 2 мм. Но для такого расстояния, это для большинства аналогичных приборов, это в порядке допустимых отклонений. Но что интересно, про допустимые отклонения в буклете ничего не указано. И в первоначальном положении видим, все возвращается на свою линию. И прибор, как видим, показывает прекрасный результат в измерениях горизонтальной плоскости. Теперь проверим, насколько меняется толщина и яркость луча в зависимости от расстояния. И, как видим, очень прекрасный результат. Луч уже меньше 3 мм, более яркое свечение. А на расстоянии в 7 метров луч становится еще ярче и еще тоньше, примерно в 2 мм, даже меньше. Можно сказать, прекрасный результат. И на расстоянии менее 4 метров сохраняется такая же яркость, не меняется толщина луча. И еще одно измерение на расстоянии в 1,5 метра. Яркость луча еще сильнее и толщина, как видим, порядка чуть более 1 мм. Очень яркое, четкое свечение даже при дневном освещении. Особенно при дневном освещении стоит обратить внимание на толщину луча, где нет паразитных свечений. Как видим, даже 1 мм толщиной. Выбирал данную модель между брендом Clubiona и максимально близких по духу приборы, но не знаю, как там с качеством, но здесь конкретно видим идеальные возможности. Теперь проверим вертикальные линии на точность. Для этого выбираем относительный центр измерения с более-менее одинаковым расстоянием. В данном случае это примерно 3 метра. Теперь точно отмечаем центральную опорную точку. Далее наносим отметку уже в первой вертикальной линии. Проделываем все то же самое и на второй линии. Теперь поворачиваем прибор ровно на 180 градусов. Сперва выравниваем опорную точку центральную, далее сверяем первую вертикальную линию и получаем прекрасный, так сказать, самый лучший результат. Вторая линия идеально совпадает с первой, то есть видим прекрасный результат высокоточной заводской юстировки прибора. Но самое главное в этом приборе это то, что в более светлое время прекрасно виден луч. И что касается применения лампы Osram или Sharp,
то, скорее всего, здесь будет второй, судя по его зеленому, более теплому свечению. Ну и еще один такой небольшой тест. Проверим вертикальные линии с помощью отвеса. И здесь тоже, как видим, идеальное ровное свечение по всей линии. Теперь про скрытые функции в приборе. При наклоне смотрим, начинает сигнализировать о том, что есть отклонение от уровня, но при удержании нажатой вертикальную кнопку видим, луч фиксируется и пропадает сигнализация. Ну и горит красный индикатор. И теперь лазер можем выставлять под практически любым углом. За исключением, как видим здесь, на первых градусах, к сожалению, линия не фиксируется. То есть в пределах 4 градусов прибор будет выравнивать линию на уровень, а за пределами 4 градусов тут получается маятник не жестко фиксируется, а просто наклоняется механизм на корпус прибора. Вернее, упирается ход маятника в корпус прибора. Но из недостатков то, что невозможно зафиксировать в пределах первых пару градусов. Такой небольшой градус особенно важно при создании небольшого наклона для стекания воды, например, при укладке плитки во дворе. Также и под другие задачи, где требуется отклонение от уровня всего в 1-2 градуса. Удержание кнопки горизонтальной линии. Здесь, как можем видеть, свечение лучей становится немного тусклым. Прибор переключается в режим работы с приемником, где рабочая дистанция уже может достигать до 30 метров, иногда и в 50 метров. Теперь еще проверим такой момент. Это минимальное расстояние луча от стены. Здесь это порядка 8 миллиметров. И на вертикальной оси тоже минимальное расстояние от стены может быть, вернее от потолка, может быть примерно все те же 8 миллиметров. Ну и минимальное расстояние от основания до горизонтального луча 11,5 сантиметров. И для тех, кому интересно примерные габариты устройства, прибор не таких маленьких размеров. И для полноценной картины еще один небольшой такой тест. На таком достаточно большом расстоянии проверяем работы пульта дистанционного управления. Смотрим, прибор реагирует. Пробуем и заправленной антенной. Нет никакой разницы, причем даже нет разницы отсутствия видимости прибора, то есть даже нет необходимости направлять на прибор. Получается, в данном приборе почти все доведено до максимальной кондиции. И прибор сделали реально очень хорошим. И больше всего понравился именно вот этот самое большое допустимое отклонение из всех, которых было у меня. Как видим, с таким большим углом наклона выравнивания намного ускоряется процесс выставления уровня при даже значительно неровных местах. Спасибо за просмотр и до новых встреч!